Что если древние боги действительно существовали и оставили после себя оружие, способное уничтожить цивилизацию? В 2023 году археологи извлекли из иракской земли объект, который не поддается никакому научному объяснению. Металл неизвестного состава, радиоактивный фон в эпицентре находки и клинописные тексты рядом с ней, прямо описывающие огонь, которым ануннаки выжгли непокорных людей. Самое шокирующее, этот объект уже однажды исследовали. В 1958 году британская экспедиция нашла его, засекретила данные и бесследно исчезла. То, что вы сейчас узнаете, официальная наука до сих пор отказывается признавать. Шумерские таблички возрастом более 4000 лет называют их по имени – Ануннаки. Дословный перевод с древнешумерского – те, кто пришли с небес на землю. Ни метафора, ни поэтический образ. Именно так буквально записано в текстах, которые хранятся сегодня в Британском музее и музее Пергамон в Берлине. Шумеры описывали ануннаки как существ ростом от 2 до 3 метров, с крыльями за спиной и особыми браслетами на запястьях, которые тексты называют ми – устройства, дающие власть над природными силами. На барельефах из Ниневии эти существа изображены держащими в руках предметы, которые современные инженеры идентифицируют как что-то похожее на сумки с ручками и шишковидные объекты, их назначение до сих пор неизвестно. Главное, что шумеры зафиксировали с документальной точностью. Ануннаки прилетели с планеты Нибиру примерно 400 тысяч лет назад. Они основали первые города на территории современного Ирака – Эриду, Ниппур, Лагаш. Именно там сегодня ведутся самые закрытые раскопки. В 1976 году исследователь Захария Ситчин опубликовал перевод табличек из серии «Энума Элиш», где черным по белому написано «Ануннаки создали людей как рабочую силу для добычи золота». Генетическая модификация примата именно так описывает процесс текст возрастом 6000 лет. Официальная наука объявила Ситчина шарлатаном, но его переводы с тех пор проверили независимо несколько групп шумерологов и не нашли критических ошибок в базовом прочтении. Самый неудобный факт касается их исчезновения. Таблички из Ниппура фиксируют точную дату. Примерно 2000 лет до нашей эры ануннаки покинули Землю после катастрофы, которую тексты описывают как злой ветер, пришедший с запада. Современные геологи нашли в иракском грунте слой стеклянизированного песка того же периода. Такой образуется только при температуре выше 1500 градусов. Ядерный взрыв дает именно такую температуру. Британский археолог Леонард Вулли в 1929 году вскрыл в Уре погребальный комплекс, где обнаружил тела ростом значительно выше среднего для той эпохи. Некоторые черепа имели нестандартную вытянутую форму. Находки быстро засекретили, часть образцов исчезла из инвентарных списков. Вулли в своих опубликованных отчетах об этом не написал ни слова. В 2014 году группа иракских ученых при разборе завалов в Мосульском музее после его разграбления нашла фрагмент таблички, которой не было ни в одном каталоге. На ней описание оружия, которое ануннаки применили против города Содом. Текст использует шумерское слово «гира» — огонь из небес, который падает одним ударом и оставляет после себя пустыню. Табличку передали в Багдадский университет. Через 3 месяца она снова исчезла. На этот раз из запасников с самого университета. Именно эта табличка стала отправной точкой для экспедиции 2023 года. Потому что в ней был указан координатный ориентир — расстояние от Эриду до места, где хранится то, что шумеры называли Кур-Гира — оружие Земли. И когда геофизики прогнали этот ориентир через современные координатные системы, точка оказалась в пустыне на юге Ирака, в 80 километрах от Басры. Именно там в марте 2023 года экспедиция и начало бурения. Пустыня к югу от Басры выглядит мертвой даже по меркам Ирака. Никаких поселений, никаких дорог. Только потрескавшаяся глина и редкие выходы известняка на поверхность. Местные бедуины называют этот район Арат-аль-Малюн – проклятая земля. Они обходят его стороной уже несколько поколений и объясняют это просто. Скот, зашедший туда, не возвращается. Геофизическая группа установила лагерь в 7 километрах от целевой точки в начале марта 2023. Первое, что зафиксировали приборы еще на подъезде – аномальный электромагнитный фон. Показатели в 2,5 раза превышали норму для открытой местности без каких-либо промышленных объектов в радиусе 100 километров. Руководитель экспедиции, иракский геолог Хасан Аль-Рашиди, списал это на местные соляные пласты. Но соляные пласты не дают электромагнитных аномалий. Бурение начали на глубину 12 метров. Стандарт
стандартный шурф для предварительной разведки. На 9-м метре бур вошел в слой стеклянизированного кварца толщиной около 80 сантиметров. Этот слой не должен был там находиться. Стеклянизированный кварц в таком виде образуется либо от удара метеорита, либо от ядерного взрыва. В обоих случаях температура должна превышать 1700 градусов. Ближайший известный кратер от метеоритного удара находится в 400 километрах севернее и датируется совершенно другой эпохой. Под стеклянизированным слоем бур ушел еще на 3 метра и встал. Не сломался, именно встал, упершись во что-то, что не поддавалось давлению в 60 атмосфер. Подняли бур, осмотрели тостаолитий. На наконечнике из закаленной стали остались царапины, характерные для контакта с материалом, тверже самой стали. Расширили шурф вручную. На глубине 12 метров 20 сантиметров лопата одного из рабочих ударила в поверхность темно-серого цвета. Очистили участок площадью около квадратного метра. Поверхность оказалась абсолютно гладкой, без швов, без следов обработки инструментом. Температура объекта составляла плюс 41 градус, при температуре окружающего грунта плюс 23. Объект был теплее среды на 18 градусов, без какого-либо внешнего источника нагрева. Аль-Рашиди немедленно связался с Багдадом. Иракское министерство культуры прислало официального наблюдателя через 4 дня. Достаточно долго, чтобы команда успела расчистить участок площадью около 9 квадратных метров. То, что открылось, не вписывалось ни в одну известную категорию артефактов. Объект имел форму, отдаленно напоминающую вытянутый конус длиной предположительно около 3 метров. Полностью его периметр так и не был установлен, поскольку он уходил глубже в грунт. Поверхность покрыта рядами символов, выдавленных изнутри, не гравированных снаружи, а именно выдавленных, как будто материал был мягким в момент нанесения знаков, а затем затвердел. Часть символов совпадала с известными шумерскими клинописными знаками. Часть не совпадала ни с одним из задокументированных письменных систем Земли. Эпифлюоресцентный анализ образца поверхности, который удалось соскоблить микробуром, показал состав, который лаборатория в Багдадском университете описала в своем отчете одним словом «неизвестно». Материал содержал изотопы, не встречающиеся в природном виде на Земле, и структуру кристаллической решетки, которая теоретически не может сформироваться при земных условиях давления и температуры. Именно в этот момент к лагерю подъехали 3 автомобиля без номеров. Люди в них представились сотрудниками Иракской службы государственной безопасности и потребовали немедленно прекратить работы. Аль-Рашиди отказался, у него было официальное разрешение министерства. Ему показали документ с более высокой подписью. Раскопки остановили в тот же день, но к тому моменту фотографии объекта и образцы грунта уже покинули лагерь другим маршрутом. Фотографии попали к независимому исследователю через посредника в Омане спустя 6 недель после остановки раскопок. 27 снимков высокого разрешения, сделанных с разных углов. На них отчетливо видно то, что официальная наука до сих пор не прокомментировала ни разу. Поверхность объекта не просто гладкая, она полированная до степени, которую современные технологии достигают только в условиях вакуумных камер. На нескольких снимках видны отражения фонарей рабочих в поверхности материала, как в зеркале. При этом объект пролежал в грунте не менее 4000 лет по консервативной оценке, основанной на глубине залегания и датировке стеклянизированного слоя над ним. Никакой известный металл или сплав не сохраняет зеркальную полировку в условиях контакта с влажным грунтом на протяжении тысячелетий. Символы на поверхности расположены 3 концентрическими рядами, идущими по спирали от основания к вершине конуса. Шумеролог из Венского университета Клаус Майер, которому передали увеличенные фрагменты снимков без объяснения контекста, опознал в первом ряду клинописные знаки, соответствующие словам «сила», «небо» и «уничтожение». Второй ряд он не смог идентифицировать вообще. Третий ряд, по его словам, содержит знаки, похожие на протошумерское письмо, предшествующее всем известным письменным системам, то есть более древние, чем сам шумерский язык. Это означает, что объект создан раньше, чем шумеры начали писать. Раньше, чем появилась письменность как таковая. Отдельного внимания заслуживает температурная аномалия. Аль-Рашиди зафиксировал ее в первый день. Плюс 41 градус при плюс 23 в грунте. Через 2 суток после начала расчистки рабочий Карим Юсуф случайно прикоснулся к поверхности объекта незащищенной рукой и получил ожог 2 степени на ладони. Температура поверхности к тому моменту выросла до плюс 68 градусов. Объект нагревался сам по себе, без какого-либо внешнего источника, в условиях подземного шурфа с постоянной температурой грунта. Физик из группы Надя Хамдан выдвинула гипотезу о радиоактивном распаде как источнике тепла. Счетчик Гейгера показал фон в 420 микрорентген, в час непосредственно у поверхности объекта,
объекта в 8 раз выше нормы, но недостаточно высокий, чтобы объяснить такой нагрев. Тепловой поток от объекта не соответствовал уровню радиации. Источник энергии оставался необъясненным. Размеры объекта удалось оценить частично. Расчищенная поверхность 9 квадратных метров. Объект уходит в грунт как минимум еще на 2 метра ниже дна шурфа. Это установили боковым зондированием. Предполагаемая общая длина от 3 до 5 метров. Ширина в основании около 1,5 метров. Вес по косвенным оценкам не менее 8 тонн, хотя материал визуально не похож на что-либо настолько плотное. На одном из снимков виден фрагмент, который команда обнаружила на 3-й день работы. В нижней части расчищенной поверхности отверстие диаметром около 20 сантиметров, идеально круглое, уходящее внутрь объекта под углом 45 градусов. Внутри отверстия темнота, которую не пробивал даже направленный фонарь мощностью в 200 люмен. Либо отверстие уходит очень глубоко, либо материал внутри поглощает свет. В отверстие опустили веревку с грузом, на глубине 1 метра 80 сантиметров груз остановился, упершись во что-то. Когда веревку подняли, нейлоновое волокно на конце оказалось частично оплавленным. Именно после обнаружения этого отверстия Аль-Рашиди отправил экстренный запрос в министерство с требованием прислать специалистов по радиационной безопасности по материаловедению. Ответ пришел через сутки. Не от министерства, а от службы безопасности с требованием прекратить работы. То, что успели зафиксировать за 3 дня расчистки, уже противоречило всему, что считается возможным в рамках известной истории человечества. Но самое важное обнаружили не в шурфе. Его нашли в архиве, в документах британской экспедиции 1958 года, которые считались утраченными. Британская экспедиция 1958 года официально называлась «Геологическая разведка Южного Ирака. Миссия Б». В открытых архивах она значится как рутинная нефтеразведочная операция под руководством Королевского географического общества. Никаких опубликованных результатов, никаких итоговых отчетов, экспедиция просто исчезла из документооборота после возвращения в Лондон. Папка с грифом «Ограниченный доступ» всплыла в 2022 году при оцифровке архивов Британского музея. Технический сотрудник, обрабатывавший документы, не понял их значимости и внес в общий каталог без специальной пометки. Именно оттуда их скопировал иракский исследователь Омар Фарук, который передал копии команде Аль-Рашиди за 3 месяца до начала экспедиции 23 года. В папке 42 страницы машинописного текста на английском и 18 рукописных схем. Руководитель экспедиции 58-го, геолог Реджинальд Харт, описывал объект с той же точки, с которой его обнаружили 65 лет спустя. Те же координаты, та же глубина, тот же темно-серый материал. Харт имел в распоряжении больше времени и лучшее оборудование для того периода. Его команда работала на объекте 12 дней. Главное, что зафиксировал Харт: поведение объекта при воздействии звуковых волн определенной частоты. Один из инженеров экспедиции случайно включил генератор частотой 40 Гц в непосредственной близости от расчищенной поверхности. Символы на объекте начали светиться тусклым синеватым светом без какого-либо внешнего источника освещения. Свечение продолжалось 17 минут после выключения генератора, затем угасло. Харт повторил эксперимент намеренно, результат совпал с точностью до минуты. На рукописных схемах Харта попытка расшифровать символы через сопоставление с известными шумерскими текстами. Он идентифицировал повторяющуюся последовательность из 7 знаков, которую интерпретировал как инструкцию активации. 3 знака из 7 он прочитал уверенно: направить, звук и центр. 4 оставшихся он пометил вопросительными знаками, но рядом с одним написал карандашом: резонанс. Харт выдвинул гипотезу, которую изложил в виде технического описания на 6 страницах. Объект, по его версии, является резонансным устройством, оружием, которое активируется звуковой волной строго определенной частоты и амплитуды. Принцип действия он описал следующим образом. Устройство поглощает внешний звуковой импульс, усиливает его внутри корпуса через структуру материала и высвобождает направленным образом через отверстие в основании. Харт провел аналогию с акустической пушкой, но немедленно оговорился. Мощность устройства по косвенным признакам несопоставима ни с чем, созданным человеком. На странице 31 Харт описывает то, что произошло на 8-й день работы. Один из членов команды, техник по имени Дэвид Коул, самовольно попытался ввести металлический щуп в отверстие объекта. Щуп вошел на глубину около метра, после чего Коул потерял сознание и упал. Когда его подняли, щуп был намагничен настолько сильно, что притягивал металлические инструменты с расстояния 30 сантиметров. Сам Коул пришел в себя через 2 часа, но жаловался на полную потерю слуха в левом ухе. Слух не восстановился до конца жизни. Медицинское объяснение этому явлению так и не было найдено. На странице 39 последнее техническое наблюдение Харта. На 12-й день температура объекта начала расти резко, с плюс 40 до плюс 80 градусов за 4 часа. Одновременно стрелки компасов в радиусе 20 метров от шурфа начали вращаться хаотично. Харт принял решение немедленно засыпать шурф и эвакуировать команду. На последней странице его рукой написано одно предложение без продолжения: это не должно быть активировано снова.
Что именно он имел в виду под словом «снова», прямо указывает на то, что объект уже был активирован однажды, и последствия этой активации зафиксированы не в архивах Харта, а в текстах, которым 6000 лет. Шумерский текст «Плач об уничтожении Ура» датируется примерно 2000 лет до нашей эры. Он хранится в Пенсильванском университете и считается поэтическим описанием войны. Но если читать его буквально, картина выглядит иначе. Текст описывает злой ветер, который пришел с запада и убил все живое в городе за одну ночь. Люди не успевали бежать. Они падали прямо на улицах. Животные погибали одновременно с людьми. Деревья засыхали мгновенно. Колодцы становились непригодными для питья. Жрецы, составлявшие текст, особо подчеркивали: враг не входил в город, не было армии, не было осады, смерть пришла как воздух. Это не описание войны. Это описание химического или радиационного поражения. В 1992 году американский геолог Малком Лэбб провел анализ грунта на месте древнего Ура. На глубине от 2 до 4 метров, слой, соответствующий периоду около 2000 лет до нашей эры, он обнаружил аномальную концентрацию изотопа цезий-137. Этот изотоп является прямым продуктом ядерного деления. В природе в таких концентрациях он не встречается. Лэбб опубликовал результаты в геологическом журнале, сопроводив их осторожной формулировкой «требует дальнейшего изучения». Дальнейшего изучения не последовало. Израильский археолог Авраам Биркан в 2008 году исследовал район Мертвого моря, который библейская традиция связывает с уничтожением Содома и Гоморры. Он нашел слой стеклянизированного кварца и оплавленных камней на глубине около 3 метров. Радиоуглеродный анализ датировал слой примерно 1700 лет до нашей эры с погрешностью в 150 лет. Поверх этого слоя полное отсутствие органических остатков. Ни костей, ни семян, ни следов растительности. Пустота, которая длилась несколько столетий, а затем жизнь вернулась в этот район постепенно. В 2018 году группа американских ученых из университета Санта-Барбара опубликовала исследование о городище Тал-эль-Хамам в Иордании. Они нашли слой разрушений, датированный примерно 1650 годом до нашей эры, с характеристиками, которые авторы исследования описали прямо. Тепловое воздействие от источника над поверхностью Земли и температура не менее 1800 градусов. Мгновенное воздействие. Керамика в этом слое оплавлена снаружи, но не изнутри, что означает внешний направленный нагрев чудовищной интенсивности. Кости животных в этом слое не просто обожжены, они превращены в мелкодисперсный порошок, что требует температур, недостижимых при обычном пожаре. Авторы исследования предложили версию об ударе космического тела, болида, взорвавшегося в атмосфере над городом. Версия технически возможна, но она не объясняет один факт. Такие же слои с теми же характеристиками найдены в 5 разных точках на территории современного Ирака, Сирии и Иордании. 5 отдельных болидов, взорвавшихся над разными городами в один и тот же исторический период. Статистическая вероятность этого события стремится к нулю. Карта этих 5 точек образует правильный веер с единым центром. Центр веера находится в 83 километрах к юго-западу от Басры. В той самой точке, где в марте 2023 года экспедиция Аль-Рашиди начала бурение. Расстояние от центра веера до каждой из 5 точек поражения составляет от 200 до 800 километров. Это означает, что источник воздействия был стационарным, и он не перемещался. Он бил из одной точки в разных направлениях. Именно так работает стационарное оружие направленного действия. Последний фрагмент этой картины добавляет анализ шумерских текстов, выполненный в 2021 году лингвистом Сарой Накамура из Токийского университета. Она обнаружила, что во всех текстах, описывающих катастрофические уничтожения городов, используется одно и то же шумерское слово для обозначения источника – кургира. То самое слово, которое было на исчезнувшей табличке из Мосула. Дословный перевод Накамуры. Вещь, которая спит в земле и говорит огнем. Фотографии объекта и копии документов Харта попали к физику-ядерщику Дэниелу Моррису из Массачусетского технологического института в апреле 2023-го, через 3 недели после остановки раскопок. Моррис специализируется на нестандартных источниках энергии и консультирует несколько оборонных ведомств. Он изучил материалы за 2 суток, после чего написал электронное письмо источнику с единственным вопросом: где именно это находится? Когда ему объяснили, что координаты известны, но доступ закрыт, Моррис запросил все технические данные, температурные замеры, показания счетчика Гейгера, результаты анализа образца поверхности. Получив их, он провел расчеты и отправил обратно документ на 4 страницах. Первое предложение этого документа звучало так: если данные верны, мы имеем дело с устройством, принцип работы которого превосходит все известное современной физике.
Моррис сосредоточился на температурной аномалии. Объект площадью около 9 квадратных метров выделял тепловой поток, который он оценил в минимум 200 Вт с квадратного метра поверхности, без видимого источника энергии. Для сравнения, активная зона ядерного реактора выделяет около 150 Вт с квадратного метра. Объект в иракской пустыне, пролежавший в земле тысячелетия, генерировал тепло интенсивнее, чем работающий ядерный реактор. Моррис выдвинул 3 гипотезы. Первая — неизвестный изотоп с периодом полураспада в десятки тысяч лет. Вторая — пьезоэлектрический эффект от давления грунта на кристаллическую структуру материала. Третья, которую он назвал рабочей при отсутствии альтернатив, устройство содержит автономный источник энергии, основанный на принципах, которые физика еще не открыла. Все 3 гипотезы он признал неудовлетворительными, поскольку ни одна не объясняла нарастание температуры при приближении людей к объекту. Именно этот факт нарастания температуры при контакте с людьми стал центром паники в узком научном кругу, получившем доступ к материалам. Аль-Рашиди зафиксировал: в первый день после расчистки температура объекта составляла плюс 41 градус. К третьему дню она выросла до плюс 68. Это совпадало с увеличением числа людей, работающих в шурфе. Когда Аль-Рашиди намеренно убрал всех рабочих из шурфа на 4 часа и затем снова измерил температуру, она упала до плюс 49. Объект реагировал на присутствие живых существ. Нейробиолог Кейт Андерсон из Эдинбургского университета, получившая материалы через Морриса, предложила объяснение, которое звучит еще более неудобно. Человеческое тело генерирует слабые электромагнитные поля, особенно мозг и сердце. Если материал объекта способен поглощать и накапливать электромагнитную энергию биологического происхождения, это объясняет и нагрев, и реакцию на присутствие людей. Андерсон немедленно сделала вывод, который никто не захотел публиковать. Объект, возможно, заряжался от людей. Именно поэтому Харт принял решение эвакуировать команду на 12-й день, когда температура начала расти резко. 12 дней работы 20 человек в непосредственной близости от объекта дали ему достаточно энергии, чтобы начать активацию. Геофизик Рамон Диас из Мадридского университета добавил к этой картине последний элемент. Он поднял спутниковые снимки района Басры за период с 1 по 15 марта 2023, время работы экспедиции. На снимках от 12 марта, за день до прибытия людей в машинах без номеров, над точкой раскопок зафиксирована тепловая аномалия, видимая из космоса. Пятно диаметром около 300 метров с температурой поверхности грунта на 7 градусов выше окружающей территории. Спутник зафиксировал то, что происходило под землей. Диас передал снимки в 3 научных журнала с запросом на публикацию. Все 3 отказали без объяснения причин в течение 1 недели. Беспрецедентно быстро для академической рецензии. Моррис к тому моменту перестал отвечать на сообщения. Андерсон закрыла свой исследовательский профиль в университетской сети. Источник, вам, Аня, передавший фотографии, вышел на связь последний раз в мае 2023 и с тех пор не отвечает. Официально объект в иракской пустыне не существует, раскопки не проводились, находок не было. В июне 2023 в сеть утекло письмо. Отправитель — сотрудник одной из американских разведывательных структур, подписавшийся инициалами РКК. Адресат — журналист-расследователь из Нидерландов Питер Ван Хорн, специализирующийся на археологических аномалиях. Письмо содержало 11 абзацев. К моменту, когда его начали распространять в закрытых исследовательских сообществах, оригинальный аккаунт отправителя уже не существовал. РК писал, что объект в районе Басры известен американским спецслужбам с 1991 года, с момента операции «Буря в пустыне». Во время продвижения войск к Басре разведывательный беспилотник зафиксировал тепловую аномалию в пустыне. Координаты передали в специальное подразделение, которое РК назвал группа Омега. Неофициальное название, не фигурирующее ни в одном открытом документе. Группа провела наземную разведку в 1992 году и установила природу аномалии. После этого координаты получили гриф, который РК описал как «выше совершенно секретно», категория, существование которой официально не признается. Главное, что сообщил РК. Американские специалисты в 1992 году провели полный анализ объекта с использованием оборудования, недоступного иракской экспедиции 23 года. Они установили состав материала. РК привел формулировку из внутреннего отчета дословно. Сплав не имеет аналогов в таблице Менделеева в известном ее виде. Содержит элементы с атомными номерами выше 118, существование которых в стабильной форме считается теоретически невозможным. Сверхтяжелые элементы с атомными номерами выше 118 в земных условиях распадаются за миллисекунды. В объекте они стабильны. Это означает либо принципиально иную технологию их стабилизации, либо происхождение материала за пределами Солнечной системы. РК также сообщил, что группа установила назначение отверстия в основании объекта. Внутри спиральный канал длиной около 2 метров 80 сантиметров, заканчивающийся камерой объемом приблизительно 8 литров. Камера пуста, но ее стенки покрыты тем же материалом, что и внешняя поверхность. По расчетам группы, камера является резонатором. Если в нее поместить источник звука определенной частоты, структура материала усилит
выделит сигнал и направит его через корпус объекта наружу в виде направленного импульса. Расчетная мощность этого импульса при правильной частоте порядка 10 в 24 степени джоулей на квадратный метр в эпицентре. Для сравнения, самая мощная термоядерная бомба, когда-либо испытанная, выделяет около 10 в 17 степени джоулей суммарно. Объект в иракской пустыне теоретически мощнее в 10 миллионов раз. РК написал, почему письмо решил отправить именно сейчас. В мае 2023-го, через 2 месяца после остановки экспедиции Аль-Рашиди, спутниковый мониторинг зафиксировал, что тепловая аномалия над точкой раскопок увеличилась. Не вернулась к исходному уровню после ухода людей, а увеличилась. Пятно теплового излучения выросло с 300 метров в диаметре до 470. Объект продолжал нагреваться после того, как люди ушли. Группа Омега провела экстренное совещание. По словам РЧК, на совещании рассматривались 3 варианта действий. Первый. Немедленная эвакуация объекта. От него отказались. По расчетам, любая попытка извлечь объект из грунта может нарушить стабильность сверхтяжелых элементов с непредсказуемыми последствиями. Второе. Уничтожение объекта направленным взрывом. От него отказались по той же причине. Третий вариант, который был принят, продолжать наблюдение и не допускать приближения людей к точке. Но последняя строка письма РК делала третий вариант бессмысленным. Он написал: расчеты группы показывают, что объект заряжается не только от присутствия людей рядом. Он заряжается от самого факта существования биологической жизни на планете. Медленно, постепенно, на протяжении тысячелетий. 12 дней работы экспедиции Харта в 1958 году ускорили процесс. 3 дня работы экспедиции Аль-Рашиди ускорили его еще раз. По текущим расчетам группы объект достигнет порога активации без какого-либо внешнего вмешательства. Единственный вопрос, когда именно. Дату в письме РК не указал. Он написал только одно: скоро. В октябре 2023-го Питер Ван Хорн опубликовал материал на своем независимом ресурсе. Через 7 часов страница перестала открываться. Через 14 часов сам Ван Хорн сообщил в мессенджере коллеге, что к нему пришли люди и попросили не продолжать. Он согласился. Материал больше не появился ни на одной платформе, но скриншоты письма РК уже разошлись по закрытым каналам и осели в архивах людей, которых не так просто заставить замолчать. Вопрос, с которого все начиналось, звучал просто: существует ли оружие богов на самом деле? Ответ, который складывается из всех задокументированных фактов, еще проще. Оно не просто существует. Оно работает прямо сейчас. 5 городов бронзового века уничтожены направленными ударами из единой точки. Эта точка геометрически совпадает с местом находки объекта. Шумерские тексты называют это устройство по имени и описывают механизм действия за 4000 лет до того, как люди изобрели ядерное оружие. Британская экспедиция нашла объект в 58-м, зафиксировала его реакцию на звук и человеческое присутствие и засекретила все до уровня, при котором данные исчезли из открытого оборота на 65 лет. Американские специалисты установили состав материала в 92-м и пришли к выводу, что объект нельзя ни извлечь, ни уничтожить без катастрофических последствий. Иракская экспедиция 2023 года сделала одно лишнее действие, да. Она потревожила объект достаточно, чтобы он начал нагреваться быстрее. Тепловая аномалия над точкой раскопок продолжает расти. Это не предположение, это данные спутникового мониторинга, которые зафиксированы и которые невозможно засекретить полностью, поскольку спутниковые снимки коммерческих операторов доступны независимым исследователям. Хасан Аль-Рашиди в настоящее время живет в Амстердаме. Он покинул Ирак в августе 2023-го после того, как его дом в Багдаде дважды обыскали без официального ордера. Он не дает интервью и не комментирует экспедицию публично. В частном разговоре с коллегой, фрагмент которого попал в открытый доступ, он сказал одно: «Я видел это своими глазами. Я не знаю, что это такое, но я знаю, что оно живое». Надя Хамдан, физик группы, опубликовала в сентябре 2023 статью в журнале по физике конденсированного состояния о теоретической возможности стабилизации сверхтяжелых элементов через специфические кристаллические решетки. Статью приняли к публикации, затем сняли с печати без объяснений за 2 суток до выхода номера. Хамдан подала апелляцию. Апелляция находится на рассмотрении 8 месяцев, при стандартном сроке в 3 недели. Последний факт, который необходимо знать. Шумерские тексты, описывающие Кургира, содержат не только описание разрушений, они содержат условия активации. Жрецы записали его с той же документальной точностью, с которой фиксировали все остальное. Итак, если вы тоже чувствуете, что эта Кургира может в любой момент ожить, не забудьте заглянуть на наш сайт whiteori.com. Там вы найдете еще больше увлекательных историй и статей, которые точно не оставят вас равнодушными. Ссылка в описании. И, возможно, именно там вы найдете ключ к активации своего любопытства. Условие звучит так. Устройство активируется, когда Земля заполнится людьми сверх меры и шум их достигнет небес.
Именно эта фраза есть в шумерском эпосе об Атрахасисе, тексте, который предшествует библейскому потопу и считается его прямым источником. Боги в этом тексте уничтожают человечество не из жестокости, а потому что люди стали слишком многочисленны и слишком громки. Население Земли в момент предполагаемой последней активации объекта составляло несколько миллионов человек. Сегодня оно составляет 8 миллиардов. Электромагнитный шум цивилизации, радиоволны, телекоммуникационные сигналы, промышленные частоты вырос за последнее столетие на порядки, которые не поддаются простому описанию. Если объект реагирует на биологическую активность и электромагнитный фон, он никогда в истории человечества не получал столько входящего сигнала, сколько получает прямо сейчас. Это и есть ответ на вопрос из начала. Оружие ануннаков найдено, оно не сломано, оно не разряжено, оно заряжается, и у него нет кнопки отключения, потому что источник его энергии — это мы сами.